Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы продолжаем тему поиска уязвимостей в веб-приложениях, и в этом видео мы поговорим об SQL-инъекциях. Этот ролик отлично подойдет для тех, кто не имеет глубокого понимания проблем, связанных с SQL, и использует только SQL-Map в своих пентестах. Ну и более опытные исследователи смогут узнать что-то новое для себя, я надеюсь. В конце ролика я поделюсь ссылками, где вы можете применить новые знания на практике. В самом начале давайте обсудим, что вообще такое SQL. Как вы знаете, современные веб-приложения собирают, хранят и возвращают информацию. Для хранения данных, как правило, используются базы данных. Как правило, это отдельный сервис, который может работать локально на сервере или может быть запущен на отдельной машине. В любом из этих случаев для общения с базой данных нужен какой-то протокол. Для большинства баз данных таким протоколом стал язык SQL. SQL представляет из себя строку, в которой прописывается, какую информацию и откуда мы хотим получить. SQL имеет свой синтаксис, который плюс-минус одинаков в большинстве случаев. Однако его синтаксис может отличаться в зависимости от вендора или от версии базы данных. Также стоит отметить, что некоторые базы данных используют другой протокол общения, который не привязан к SQL. Но принцип взаимодействия остается тот же. Мы формируем запрос, что мы хотим получить из базы данных, а в ответ получаем результат. Итак, мы плавно переходим к уязвимости SQL-инъекция. Когда возникает уязвимость и что мы можем сделать с уязвимым сервером? Уязвимость возникает в тех случаях, когда приложение не контролирует пользовательский ввод и помещает введенные пользователем данные в строку SQL запроса без экранирования. На экране приведен простой наглядный пример. При помощи этого SQL запроса мы получаем информацию о пользователе, у которого first name равняется admin. При помощи оператора limit мы ограничиваем количество возвращаемых строк. Как получить SQL-инъекцию? Для этого необходимо знать синтаксис языка SQL. И как в языках программирования, SQL имеет возможность закомментировать часть кода. Для этого в начале строки необходимо написать два минуса. Все, что после этих минусов, будет игнорироваться. В нашем примере мы можем указать first name, после чего написать два минуса, что приведет к игнорированию оператора limit. И база данных вернет все строки, а не только первую запись. Это был самый простой пример, но SQL позволяет делать еще много чего интересного. Поскольку SQL-инъекция позволяет нам внедрять произвольный SQL-код, векторы атак ограничиваются лишь функционалом, который предоставляет нам разработчик базы данных. Ну и также ограничивается параметрами, которые мы можем контролировать в SQL-запросе. То есть, если MariaDB позволяет нам читать файлы с сервера, мы можем попробовать прочитать произвольный файл на сервере, внедрив вредоносный код в SQL-запрос. Представим, что у нас есть вот такой SQL-запрос. Данный SQL-запрос читает CSV-файл, парсит его и помещает в таблицу под названием TableName. Если пользователь каким-то образом может контролировать параметр inFile, можно заставить сервер открыть произвольный файл и записать его в базу данных. Также MariaDB позволяет записывать содержимое в файл. Например, если в этом запросе пользователь может контролировать вот эти параметры, то в имя пользователя можно записать вредоносный PHP-код, а в качестве пути указать место, где лежат файлы сайта. После выполнения запроса вредоносный код поместится в указанный каталог, и его можно будет вызвать по следующей ссылке. Как можно обнаружить SQL-инъекцию? Есть два основных способа.
Первый способ. Если база данных возвращает ответ клиенту, можно попробовать дописать к запросу одинарную кавычку. В случае, если сервер уязвим, запрос будет некорректно обработан и сервер вернет ошибку. Также, если вы наткнулись на числовое значение в запросе, например 2, вы можете попробовать заменить его на выражение 1 плюс 1 или 3 минус 1. Если сервер вернет тот же самый результат, что и при двойке, стоит обратить на это внимание. Второй случай более сложный в эксплуатации. Это случай, когда сервер не возвращает никакого результата. Например, если запись попадает в лог. Нам не нужно возвращать никакую информацию пользователю, а это уже называется слепая SQL-инъекция. В таком случае можно дописать к запросу команду задержки. В MariaDB за это отвечает команда sleep. Если после запроса HTTP сервер не спешит возвращать ответ, вероятнее всего он приостановил выполнение на команде sleep, а значит мы смогли внедрить произвольный код в SQL запрос. Слепые SQL инъекции очень сложно эксплуатировать вручную, так как мы в буквальном смысле тычем пальцем в небо. Обычно для эксплуатации лучше использовать инструмент SQL-Map. Он использует логические условия для перебора содержимого базы данных. В примере, который сейчас продемонстрирован на экране, SQL-Map перебирает столбец с паролем. Если первый символ совпадает с содержимым базы данных, то вызывается функция задержки. Таким образом, SQL-Map понимает, что символ совпал и может перейти к следующему символу. Это является ответом на вопрос, который мне задали в комментариях. Как ускорить работу SQL-Map? Можно попробовать подкрутить время ожидаемой задержки. Как я и обещал, делюсь ссылками, где вы можете потренироваться делать SQL-инъекции. Первая ссылка. В данной виртуальной машине вам предстоит модифицировать SQL-запрос таким образом, чтобы он возвращал все записи из базы данных без лимита. Во второй виртуальной машине попробуйте использовать SQL-инъекцию, чтобы обойти проверку логина и пароля. Следующий таск поможет вам попрактиковаться внедрять код на сайт при помощи SQL-инъекции. И еще одна виртуальная машина, в которой вам предстоит загрузить произвольный файл с сервера и поместить его содержимое в базу данных. Ну и под конец я оставил виртуальную машину для самостоятельного изучения. Данная виртуальная машина уязвима к NoSQL инъекции. Попробуйте обойти проверку логина и пароля, но уже не используя синтаксис SQL. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Также вы можете стать спонсором моего канала. Благодаря вам выходят эти ролики и уязвимые машины на сайте hackerhub.pro.